Приветствую всех на канале Блеск. Меня зовут Елена. Поскольку приближается 8 марта, то сегодня я буду делать корзиночку с тюльпанами. Для корзины необходимо подготовить двусторонний цветной картон и бумагу другого цвета. У меня белая. Также пригодятся ножницы, карандаш и линейка. Склеивать бумагу можно клеем-карандашом, двусторонним скотчем или горячим клеем. Из бумаги и картона нужно вырезать по 8 кружочков диаметром 8 см. В середине белых деталей рисуем круг меньшего радиуса, примерно на 5 мм. Для этого можно использовать циркуль или кружку. Вырезаем кольца из белых кругов. Теперь эти кольца промазываем клеем и прикрепляем по краю синих кружочков из картона. Далее я вырезала из голубой бумаги 2 кольца еще на 5 мм меньше, чем белые. Наклеиваем их в центр заготовок. Теперь все 8 кружочков нужно соединить как цепочку, но не по прямой линии, а в виде дуги. В этом нам поможет тарелка. Сначала у посудины располагаем одну из деталей, содержащих голубое кольцо. Переворачиваем лицевой стороной вниз. На нее сверху накладываем бело-синий круг, тоже лицом вниз. Равняем так, чтобы одной стороной он касался края тарелки, а второй был на расстоянии 5 мм от центральной точки первой детали. В таком положении их надо склеить. Наносим клей на первый круг и накладываем сверху второй. Далее накладываем еще одну простую деталь, равняем, определяем, где нанести клей и присоединяем круг на место. Повторяем эти же действия с третьим кружочком. По обе стороны от верхнего трехцветного круга надо наклеить по 3 сине-белых кружочка. То есть следующую деталь размещаем слева от центра главного круга. Границу можно наметить карандашом и мазать клеем до нее. Следим, чтобы каждая следующая деталь была расположена за 5 мм от центра предыдущей и нижним краем касалась тарелки. Тогда они будут на одинаковом расстоянии друг от друга и корзинка не получится перекошенной. Здесь главное симметрия и равномерность. Чтобы наклеить последний трехцветный кружочек, надо перевернуть работу лицом вверх. Равняем относительно центральной точки крайнего круга и обводим контур. Последние кружочки надо соединить, чтобы получилось кольцо. Дабы не искривить, измеряем расстояние между соседними кругами на нижней дуге. Оно в моем случае около 33 мм. Отмерим такое же расстояние от точки прикосновения к краю на последних кругах. Это можно сделать и циркулем. Скручиваем нашу заготовку так, чтобы деталь с голубым кольцом оказалась сверху. Совмещаем точки на краях и придерживаемся расстояния 5 мм от центра нижнего круга. Намечаем контур и склеиваем стенку корзины. Сейчас она прямая. Можно оставить и так, а можно ее выгнуть. Для этого надрезаем каждый круг сверху к центру. Теперь около линии разреза приклеиваем полоски двустороннего скотча. Накладываем края разреза друг на друга примерно на сантиметр и склеиваем. Чтобы выровнять дно, загибаем волнистые края с помощью линейки. Наносим клей на загнутые под прямым углом края и прикладываем кусочек картона. Я выбрала горячий клей, чтобы долго не ждать, пока высохнет.
Внутри тоже вклеиваем картон. Отрезаем лишнее снаружи дна. Осталось сделать ручку. Подготовим по 2 кружочка из синего картона, белой бумаги и голубой. Можно использовать круги, которые остались после вырезания колец для стенки. На голубой детали чертим круг с меньшим на 5 мм радиусом. На белой тоже рисуем такой круг. Вырезаем кольца. Сначала наклеиваем на картонную основу белую часть. На нее сверху крепим голубую. При желании можно вырезать отверстие в синем картоне. На обратную сторону круга клеим полоску картона, а затем с ее помощью крепим деталь на внутренней стороне стенки. Голубой круг над голубым. Вышла восьмерка. Концы ручки будут плавно изгибаться к кругам. Длина ее около 20 см, плюс запас для склеивания. Ширина 2 см. Клеим ее на место и декорируем. Корзинка готова. Теперь надо ее наполнить. Для тюльпанов понадобится двусторонняя цветная бумага желтого, красного и зеленого цветов. Ножницы. Склеивать можно клеем-карандашом или двусторонним скотчем. Для стебелька можно взять шпажки или проволоку, а обкручивать их зелеными нитками или полоской гофрированной бумаги. Цветы я вырежу по шаблону. Ссылка на схему есть в описании под этим видео. Вы можете ее скачать и распечатать прямо на цветной бумаге или сделать картонный шаблон. На выступающие места цветка крепим отрезки двустороннего скотча. На рисунке они обозначены желтым цветом. Соединяем сначала лепестки. Для этого накладываем один край на другой со скотчем и совмещаем вершины. Далее скрепляем соседние лепестки между собой. Кончики лепестков можно закруглить ножницами или оставить острые углы. Тюльпаны бывают разные. Для тычинок надо вырезать желтый прямоугольник размером 10 на 3 см. По одному длинному краю нарисуем черную полоску к середине стороны. Теперь делаем надрезы, не доходя до противоположного края 1 см. На оба конца заготовки крепим двусторонний скотч. Прямоугольник надо накрутить на шпажку. Начинаем с желтого края бахромой вверх. Тычинки немного растрепываем. Вставляем тычинки со стебельком в цветок, проколов в его центре дырку. Листочки сделаем из прямоугольников длиной 10-15 см и шириной 3. Складываем их пополам и вырезаем форму листа. Наверх стебля наносим немного клея, чтобы зафиксировать цветок и обмотку. Обкручиваем шпажку зелеными нитками или полоской гофрированной бумаги. Листок крепим к стебельку отрезком скотча и приматываем нитью. Немного ниже присоединяем еще один листок. Конец нити закрепляем клеем. Вырезаем пенопласт по размеру корзины. Если он тонкий, то склеиваем 2 куска двусторонним скотчем и маскируем зеленой бумагой. Крепим пенопласт в корзинке, можно тоже на скотч. Втыкаем шпажки в пенопласт и формируем букет. По периметру корзины вклеиваем листья, чтобы прикрыть просветы. Сувенир на 8 марта готов. Делать было его несложно, и материалы все доступные. Таким подарком на 8 марта можно будет порадовать бабушку, маму или подругу. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.